Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своим гайдом по Даньхену, Пожирателю Луны. Если у кого-то есть что дополнить, пишите в комментариях. Начнем с преимущества и недостатков. Преимущество Пожирателя Луны. Принадлежность к пути разрушения делает из Даньхена мощного ДПС персонажа. Способен эффективно уничтожать как соло-таргеты, так и большие группы врагов. Уникальный геймплей, разнообразивший времяпровождение в игре. Универсальность позволяет справляться с высокоуровневым контентом без зависимости от эйдолонов. Хорошие усиления при пробуждении дополняют его способности. Ну, собственно, если есть преимущества, значит есть и недостатки. Недостатки Пожирателя Луны. Высокая стоимость сверхспособности 140 единиц энергии. Зависимость от ультимативного навыка Чешуя Дракона для оптимальной игры. Плохая совместимость с некоторыми путями небытия, изобилия, сохранения и гармонии из-за конфликта потребления очков навыков. Плохая совместимость с путями, основной урон которых идет от навыка. В роли второстепенного ДПС героя легендарная версия Даньхена теряет значимость для отряда. В целом, Пожиратель Луны – мощный и универсальный персонаж с потенциалом для эффективной борьбы с разнообразными ситуациями, но требующий балансировки в выборе союзников и тактики использования. Сборка Пожирателя Луны базируется на следующих ключевых характеристиках. Это сила атаки, шанс критического попадания, критический урон и мнимый урон. Кроме того, можно учесть следующие дополнительные аспекты. Восстановление энергии. Ультимативная способность легендарной версии Даньхена способствует накоплению чешуи дракона и обеспечивает высокий уровень урона в сражениях. Прирост восстановления энергии может быть полезным, так как помогает более часто использовать очищение мира, что важно для контроля над битвой. Несмотря на дороговизну сверхспособности, эффективное использование ее может значительно повысить эффективность Пожирателя Луны. Скорость. Повышение скорости позволяет персонажу искать преимущества в сражении, действовать чаще и быстрее врагов или союзников. При улучшении этой характеристики важно также учесть, что она должна быть выше у персонажей с путем гармонии в отряде. Таким образом, Пожиратель Луны сможет получить свои положительные эффекты в начале битвы. Итак, сборка Пожирателя Луны должна включать в себя баланс между основными характеристиками. Это сила атаки, шанс критического попадания, критический урон и мнимый урон. И дополнительными параметрами. Восстановление энергии, скорость и эффект пробития. С учетом дороговизны сверхспособности, улучшения восстановления энергии и скорости, а также наличие эффекта пробития могут сделать Пожирателя Луны еще более эффективным в сражениях и повысить его вклад в команду. Тут хочу заметить, что по своей сути вот этот вот эффект пробития для самого Даньхена он не особо важен, но если иметь достаточно высокий показатель эффекта пробития, то по сути он будет при пробитии уязвимости врага будет на долгое время отстранять его в списке ходов. То есть, как бы, само по сути на эффективность нанесения урона оно не влияет для самого Даньхена. Но, можно сказать, как положительный баф. Можно так назвать. Ну, не баф, а положительный эффект, будем его так называть. Рекомендуемые значения характеристик для сборки Пожирателя Луны. Тело. Рекомендуется уделить приоритет шансу критического попадания или критическому урону. Выбор между ними может зависеть от текущих показателей и баланса вашей сборки. Ноги. Скорость является приоритетом для ног. Это позволяет Пожирателю Луны действовать чаще и получать преимущество в битве. Сила атаки может быть рассмотрена в ситуативных случаях. Планарная сфера. Мнимый урон. Это ключевая характеристика для планарной сферы для Пожирателя Луны. Она дополняет урон персонажа и повышает его эффективность. Соединительная веревка. Приоритет стоит отдать восстановлению энергии, так как это поможет Пожирателю Луны более часто использовать свою ультимативную способность и контролировать битву. Сила атаки также может быть рассмотрена. Эффект пробития следует учитывать в ситуативных случаях. По второстепенным характеристикам. Критический шанс и критический урон важно прокачать оба показателя, но следует уделить больше внимания критическому урону. Соотношение 1 к 2. Критический шанс к критическому урону.
будет хорошим ориентиром. Ну, то есть вот это соотношение. Скорость. Повышение скорости помогает пожирателю Луны действовать чаще и принимать участие в битве более активно. Сила атаки. Рекомендуется иметь силу атаки от 2000 единиц и выше для обеспечения сильных ударов. Эффект пробития. Ситуативно полезная характеристика, особенно если у вас есть герой с эффектом пробития в команде. Итоговые оптимальные показатели. Сила атаки от 2000 единиц и выше. Скорость от 120 единиц и выше. Восстановление энергии от 120 и выше. Шанс критического попадания около 70 и выше. Критический урон наращивается максимально возможно. Эффект пробития. С учетом ситуации и сопоставления с остальной командой. Соблюдение этих рекомендаций поможет максимально эффективно использовать Пожирателя Луны в сражениях. Лучшие световые конусы для Пожирателя Луны. Ярче Солнца. Этот сигнатурный световой конус предоставляет прирост к силе атаки, бонус к шансу критического удара и помогает улучшить скорость восстановления энергии. Это позволяет чаще использовать ультимативное умение очищения мира и сосредоточиться на других важных характеристиках. Падение Иона. Этот цветовой конус из магазина Герты обеспечивает значительный прирост к силе атаки и урону против врагов, уязвимых к мнимому элементу. Особенно полезен, если Пожиратель Луны пробивает щит у таких врагов. Ну, не щит, а уязвимость. Тайная клятва. Этот цветовой конус предоставляет как постоянный, так и временный бонус на исходящий урон. Он может быть очень эффективным в сражениях с мощными противниками, такими как боссы и элитные враги. Под голубым небом. Этот цветовой конус повышает силу атаки и критический шанс на 3 хода после победы над врагом. Он обеспечивает бонусы даже в битвах с боссами, что может быть очень полезным. Бежать некуда. Этот эпический световой конус приносит прирост к силе атаки и обеспечивает пассивное исцеление после убийства врагов. Он может быть хорошей альтернативой, если у вас нет других предложенных световых конусов или есть проблемы с выживаемостью. Выбор светового конуса зависит от вашего стиля игры, текущих потребностей и ситуаций, в которых вы используете Пожирателя Луны. Каждый из этих конусов имеет свои уникальные преимущества, поэтому рекомендуется внимательно оценить ситуацию и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Лучшие реликвии для Пожирателя Луны. Головорез бандитской пустыни. Этот набор реликвий предоставляет ситуативные бонусы на шанс критического попадания и критического урона. Он имеет два положительных эффекта, один из которых активируется через негативные статусы на врагах. Сотрудничество с путем небытия, а второй через пробитие мнимой уязвимости. Этот набор может быть эффективным при наличии представителя пути небытия в вашей команде. Стрелок дикой пшеницы. Этот набор реликвий универсальный, так как повышает урон от базовой атаки Пожирателя Луны, что делает его основное умение более сильным. Дополнительная прибавка к скорости даже полезна, освобождая место для других важных характеристик. Комбинация головореза бандитской пустыни 2 части и стрелка дикой пшеницы тоже 2 части. Эта комбинация является лучшим вариантом, так как максимизирует урон Пожирателя Луны. Она предоставляет процентный бонус как к основному элементу, так и к силе атаки. Такая комбинация реликвий обеспечивает максимальную эффективность его атак и повышает общий вклад в команду. Как всегда, выбор реликвий зависит от вашего стиля игры, особенностей вашей команды и целей, которые вы преследуете в игре. Ваш анализ поможет вам принять более основное решение и максимизировать потенциал Пожирателя Луны. Лучшие планарные украшения для Пожирателя Луны. Звездистая арена. Этот набор можно назвать лучшим для Пожирателя Луны, так как он приносит значительный бонус к урону от базовой атаки. Однако он требует высокий шанс критического попадания, чтобы активировать бонус. Особенно важно иметь не менее 70% критического шанса. Запечатывающая космостанция. Это универсальный набор представляет прибавку к силе атаки, что усиливает урон от основных умений Пожирателя Луны. Требование по скорости может быть достигнуто за счет пещерных реликвий, что делает этот набор более доступным.
Небесный дифференциатор. Этот набор представляет бонус к критическому урону, что является важной характеристикой для Пожирателя Луны. Он может быть полезным, если у вас есть сложность с балансировкой других показателей персонажа. Замерзшая Саусота. Сверхспособность легендарного Даньхена хоть и не является приоритетом, но все равно может добавить значительный урон в битву. Этот набор может быть временным вариантом, особенно при наличии хорошо прокачанных других характеристик. Как и с реликвиями, выбор планарных украшений зависит от вашего стиля игры, вашей команды и целей в игре. Ваш анализ позволяет более осознанно выбрать набор, который наилучшим образом подходит для Пожирателя Луны в вашей сборке. Варианты команд для Пожирателя Луны. Первое. Это Пожиратель Луны плюс Юйкун плюс Серебряный Волк плюс Лоча. Эта команда сосредотачивается на мнимых уязвимостях и поддержке. Пожиратель Луны является главным дамагером. Юйкун бафает и поддерживает сильные атаки Пожирателя Луны. А Серебряный Волк провоцирует мнимую уязвимость. Лоча добавляет исцеление и дополнительный урон. Следующее, это Пожиратель Луны снова, Тинь-Юнь, Пэла и Лоча. В этой команде Пожиратель Луны остается основным дамагером. Тинь-Юнь бафает и вливает энергию. Пэла снижает защиту врагов, а Лоча поддерживает исцелением и дополнительным уроном. Третье, это Пожиратель Луны снова, Юйкун или Броня, плюс Лука, ну и собственно любой персонаж Пути Изобилия. Здесь акценты делаются на распространение положительных бонусов и силе Пожирателя Луны. Лука дебафает, а представитель Пути Изобилия дополняет команду исцелением. Другой вариант, это Пожиратель Луны, Клара, Марта 7 и любой герой Пути Изобилия. Команда с фокусом на защите и поддержке. Марта 7 защищает Клару, а Пожиратель Луны наносит урон. И последний вариант, это Пожиратель Луны снова, Пэла или Тинь-Юнь плюс Март 7 плюс Наташа. Здесь команда сосредотачивается на снижении защиты, бафах и исцелениях. Марта 7 защищает и манипулирует вниманием, а Наташа исцеляет. Пэла здесь, собственно, будет дебафать, но если, например, не нужно никого дебафать, или вдруг есть враги, против которых ледяная уязвимость неэффективна, то можно поставить Тинь-Юнь, которая будет, наоборот, уже бафать Пожирателя Луны, то есть усиливать его. В каждой команде у вас есть четко определенные роли и взаимодействия между героями, что делает команды более сильными и сбалансированными. Ваш подход к выбору героев и их взаимодействию в бою позволит вам успешно преодолевать разнообразные вызовы в игре. Советы по игре за Пожирателя Луны. Контролируйте его состояние здоровья и используйте исцеляющие навыки или персонажей при необходимости. Также учитывайте, что Пожиратель Луны может потреблять много очков действий из-за своей усиленной базовой атаки, поэтому следите за его энергией и используйте ее с умом. Общие советы по игре за Пожирателя Луны. Баланс между дамагом и энергией. Старательно управляйте энергией Пожирателя Луны, чтобы он всегда был готов использовать свои способности вовремя. Не теряйте слишком много очков действий на непродуктивные действия, но и не забывайте об обновлении усиления базовой атаки. Положительный эффект и дебафы. Пользуйтесь навыками героев Пути Гармонии, Сохранения и Небытия, чтобы улучшить боевые характеристики своего отряда и нанести негативные статусы на врагов. Это поможет максимизировать урон Пожирателя Луны. Оптимальное использование сверхспособности. Накапливайте энергию и используйте сверхспособность очищения мира в ключевые моменты боя, чтобы нанести максимальный урон и получить дополнительные чешуи дракона. Обновление усиления базовой атаки. Постарайтесь довести усиление базовой атаки до более высоких уровней, чтобы увеличить урон и эффективность Пожирателя Луны в бою. Синергия с другими героями. Учтите особенности своей команды и старайтесь максимально использовать синергию между Пожирателем Луны и другими героями для достижения максимального урона и эффективности. Следите за состоянием здоровья. Не забывайте о состоянии здоровья Пожирателя Луны и вовремя используйте исцеляющие навыки или персонажи для поддержки его выживаемости. Адаптация к ситуации. В зависимости от противника и ситуации адаптируйте свою тактику. Например, применяйте навыки на снижение защиты против врагов с высокой броней
то есть защитой, или уязвимостью к мнимому урону. Следуя этим рекомендациям и разрабатывая свою стратегию, вы сможете эффективно играть за Пожирателя Луны и максимизировать его вклад в команду. Большое спасибо за просмотр этого видео. Как я уже в начале видео сказал, если у вас есть чем дополнить или есть какие-то советы, пишите в комментариях. Ну и, собственно, если есть что прокомментировать, тоже. Это даже намного лучше будет, так сказать, о чем поговорить. Кто новый, подпишитесь на канал, посмотрите другие видео, ну и, собственно, не забудьте активировать колокольчик уведомления. Еще раз большое спасибо, увидимся в других видео на моем канале.